О, елки-палки. Анастасия, какая ты сегодня шикарная. Да. Идем мороженое кушать? Погнали, давай. Идем. Тут у нас Макдональдс рядышком. Тут тоже так хорошо на диванчиках сидеть, знаешь? Давай тут посидим, хочешь? Нет, а тут нет мороженого. Нет, возьмем мороженое, тут кофе. А, да? Хочу. Так, идем мороженое купим. Hello. Так, сейчас мы пришли с Анастасией кушать мороженое. И пока мы... Да, и пока мы стояли, мы поняли, что мы не хотим мороженое, поэтому мы уходим. Просто знаешь, что я подумала, Анастасия? Я подумала, что ты будешь очень эротично смотреться с мороженым. А я так не эротично без мороженого? Ну, так с мороженым более эротично. У меня чаще рот открываться будет. Да, эротичнее будет рот Я открываться. могу больше говорить, чтобы он чаще Да? открывался. Так, а что, мы решили что-то показать, ты хочешь садиться? А я не знаю, давай по мамше прогуляемся. У нас красивая мамша, и где-нибудь сядем кофеек попьем. Как тебе мой шарфик? Слушай, мне очень нравится твое сочетание вот это вот цветов, прям потрясающее, и к этому свитеру очень хорошо Это подходит. котовая пряжа такая. Да, я знаю, Ты знаешь, я вижу. шикарно, меланжевое, правда? да. Дорогие Потрясающе. подписчики, можете приобрести. Ручная работа всегда очень дорого стоит, она очень дорого ценится, и там особая есть энергетика. Правда? И есть, конечно, разница, у кого это покупать. Твоя энергетика просто Ты моя сумасшедшая. зайка. Я недавно Насте звоню, говорю, что мы беседуем с ней. Я могу так внезапно позвонить вообще. Это у меня часть, это я вся такая. Я могу без предупреждения позвонить. Спонтанно. Потому что я так хочу видеть человека или слышать хотя бы. Так, ну давай. И, значит, говорю, ну вот, Анастасия, как ты относишься, когда ты с мужчиной в кафе, и за тебя за кофе не заплатили, или там за чай? Ну, Настя вот мне сказала. Ну, дело в том, что я вообще очень удивлена такому вопросу. Наверное, в моей практике такого сильно давно не было. Но на самом деле, я думаю, изначально... Я даже заблудилась, потому что любой мужчина, уважающий себя, всегда тебе заплатит за кофе. То есть изначально какого ты мужчину выбираешь, чтобы с ним посидеть, попить кофе. Я считаю, что у меня есть такое глубокое убеждение. Я очень много училась мужско-женским отношениям у разных тренеров и энергопрактиков тоже, да. И говорят, когда женщина достает при мужчине кошелек, она энергетически ему отрезает яйца, ну, в прямом смысле, то есть отрезает его финансовый канал. Шикарно. То есть у нас тотальный запрет на то, чтобы при мужчине достать кошелек. Это я говорю о нормальных, настоящих мужчинах по праву своего рождения. А все остальное я даже не знаю, как прокомментировать. Эта история очень... необычная. Но я бы, по крайней мере, больше вряд ли с этим человеком бы даже встретилась. Правда? Я тоже на это все еще Да, если есть какие-то беседы, может быть, бизнес-характера, то это все только обсуждается по телефону, но на встрече нужно чувствовать себя максимально комфортно, так как ты женщина. Тан-тан-тан. Так. Фу. Настя, тут так интересно, один раз нам дали меню, тут нам один раз дали меню без цен. Я говорю, а как это без цен? Как-нибудь. Давай. Нафиячь сама. Давай. Так, I want juice. Juice? Okay, no problem. Давай, What juice. juice? Mangoes? No, orange. Alright, okay. I want fresh. This fresh? When you did this? In the morning? Yeah. No, я хочу свежий. Свежий ты передо мной делай, зайка. Ну, опять наебалово скажут. Не, ну когда в холодильнике стоит, это уже не свежие. Когда подписчики скажут, опять наебалово. Конечно. В вашем Египте вот это. Да. Свежевыжатых соков нет. Я хочу свежий, это передо мной. Передо мной делают сок. Orange fresh. Orange? Давай, Тебе наконец. шугар или шугар? Ну так если уже это самое Но апельсин. они же могут. Не надо мне. Что? Есть такая пословица. Люди содержат ровным счетом то, что из них выходит. Вот как апельсин. Его нажимаешь, из него выходит апельсиновый сок. Да. И когда человека хорошенько тряхнешь, хорошенько нажмешь, вот то, что в нем содержится, все содержание. Смотри, местный рекет.
Местный ре. Что ты хочешь? What you want? Рекетер маленький. Маленький рекетер. Зайчик мой. Да, зайчик. Этот зайчик тебе в карманы залезет. Ну, Знаешь, сказал этот актер российский. прям говори, На каких съемках я не был, говорит, и как бы и летом, и зимой. Летом жарко, мухи всякие там осы, зимой холодно, еда опаздывает, это в России, еда опаздывает. А каскадеры, вот ты представь, что они творят там, да, сколько у них трэша происходит на съемках. И в воду, и в огонь, Да, и да, да. с горы, и с парашюта. Ну, это творчество. Ты либо любишь это, либо нет. Да. Тогда продаем джус. Продаем джус. Открываем палатку и продаем джус и кофе. Господи, ну каждый выбирает себе по душе. Если Не-не-не. ты кайфуешь от этого, то кайфуй. Так я же сказала, что все нормально. И вот- Ты знаешь, какой горячий? Ход? Ход. Ладно, старается все равно. Слушай, чистенько у ребят, вот обрати внимание. Да? Чистенько, ну а что? Чистенько, аккуратненько. Да, чистенько. Да давай, не, вот этот одноразовый. Уличная кафешка, но все очень красиво. Не-не-не, ну что ты? Молодцы, молодцы. Это он дико горячий, да? Ход, Ну, ход, да? конечно, ход. Супер, ход. What is your name? Hassan. Hassan? And friend? Jimmy. Jamil. Jimmy. Jamil. Gamal. Джамиль, Гамиль. они- Ха-ха. Все, супер, супер. Thank you. О, найс. Как проходит мой день? Мне очень нравится здесь, я кайфую вообще. Мне очень нравится район, в котором я живу. Как день мой проходит? Ты меня не запутала, это какой-то 5-й дубль. Вы вообще понимаете или нет вообще? Вот с этим режиссером я не могу. Я сама вот такая вот. И Вика у меня вот такая вот. Как проходит мой день? Первым делом, когда я открываю глаза, я делаю практики. Обязательно. Я делаю практики для того, чтобы на тета-бета-волнах мозга подгрузить себе положительные аффирмации на будущий день, да, то есть делать задел. Это делают не все. Вы, конечно, живите как хотите, товарищи, но если вы хотите перемен в своей жизни, то нужно начинать с самого себя. Первая практика благодарности. Мы благодарим за все, что у нас есть в этой жизни, за то, что мы открыли глаза. Я думаю, что у вас 100% есть за что благодарить, да, за своих детей, за это прекрасное солнце, за это прекрасное небо. Я благодарю даже мусорки тут, которые есть. Вы просто не знаете, что я в WhatsApp в сторисах выставляю. Мне иногда говорят, блин, ты такое снимаешь. А я кайфую от этого. Потому что пока человек не увидит разницу, да, он не поймет кайф прекрасного, то есть не оценит прекрасное. Дальше я собираю ребенка в школу, готовлю ей завтрак, отправляюсь и ложусь досыпать. Конечно, я люблю спать, вообще я не могу. Я люблю спать. Я с малой, она у меня до 3,5 до 4 лет, каждую ночь орала. Господи, у меня такой стресс был, у нее какие-то чудилось, ей виделось. У нее стоит 18-я энергия в дате рождения. Это, знаешь, фантазии. Вот эти фантазии через сон, видимо, какие-то. Постоянно орала. Поэтому я сейчас люблю себя, позволяю себе спать столько, сколько я хочу. Столько раз в день, сколько я хочу, если мне это нужно. Потом гуляю с собакой. Выхожу и по Мамше, и вдоль домов, беру себе кофеек и иду на прогулочку. Где-то час у меня каждое утро и каждый вечер у меня прогулка с собакой. Как-нибудь погуляем вместе. Супер. Потом у меня есть некоторые рабочие моменты с клиентами, которых я веду. Смотрим задачи на день и что сделано было. Расслабься, все вырежу, если что. А не надо, я расслаблена. Нет, ты должна наоборот сказать, типа, вырежешь, я тебя... Хрена ты вырежешь, я тебя знаю. Расслабься. Созваниваюсь, повтыкаю я любящих пиздюлей, подниму всем настроение, замотивирую. Все такие, ну вот, я позвонила тебе поныть. Райончик наш. Я обожаю Каусер. Я до этого жила в Интерконтинентале, там все такое вот швая, все спокойно. Здесь просто ночью ложишься спать, а тут у тебя, под окнами
начинается какая-то свадьба, какие-то фейерверки, это просто что-то с чем-то. Кто-то бы завозмущался, а я так радуюсь, когда люди живут, когда люди радуются, знаешь, когда у них загона в голове мало, когда они позволяют себе то, что другие не позволяют, это же так классно. У нас по факту мы должны научиться проживать только сегодняшний день, вообще даже только сегодняшний миг. Вот то, что было час назад, то, что Есть было вчера, да. Между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну вчера нету. Ну какой смысл думать о вчерашнем дне? Какой смысл? Вот подумайте сами, какой смысл сливать энергию в будущее? Там еще вас нет. Там еще ничего не случилось, ничего не произошло. Все происходит только в ваших головах. Самое сложное, почему я делаю медитации, почему я натренировалась и тренирую своих тоже клиентов, потому что мозг найдет о чем какую-то херню перемолоть в голове всегда, понимаешь, всегда. И как только начинается какая-то у тебя херобора, ты сразу оп-чик, практика благодарности, оп-чик, медитация, оп-чик, какая-нибудь мантра или еще что-нибудь, мантры, вот это вот. То есть получается, что ты как-то человеку то ли подсвечиваешь его сторону, или что. Или такой момент, когда, допустим, у меня есть такая фишка, при мне люди вскрывают, как вот прыщи, знаешь, когда созрел нарывы. То есть они проявляют такие свои интересные теневые качества, да, либо проявляют какую-то такую свою доброту, любовь и щедрость, и не узнают в этом плане в себя. То есть я, допустим, с 15-м арканом в центре сборки, если мы говорим по матрице судьбы, да, он такой проявитель очень сильный. У тебя, кстати, он тоже есть, я помню, смотрела. И мы такие вскрыватели людей. Люди проявляют самые скрытые качества. Да. На самом деле так и есть. Либо проявляют для того, чтобы посмотреть, если человек осознанный, и понять, где ему это поработать, с этим проработать, либо для того, чтобы сказать, да вот ты такая там сякая, пойду я от тебя. Было у тебя же такое точно? Да, вот на каком уровне развития человек находится, так он и проявляется. Да, интересно. Поэтому, собственно говоря, со мной очень хорошо тем людям, которые классные. Ну ты, да, если человек... Открытые, чистые. Люди врут, но они, ты чувствуешь, что они врут, но они по-прежнему тебе говорят, что это правда. Как вообще вот ты это чувствуешь? То есть... Язык тела. То есть язык тела и мимика говорит одно, а рот говорит другое. И у меня такой диссонанс, и я просто начинаю наблюдать за людьми, когда же они откроются, чтобы доказать. Люди сами о себе говорят. Они очень часто проектируют. Допустим, там могут написать: Вика, ты хитрая. Все, это человек хитрый. Сам хитрый, да. Человек только и про меня себя подозревает, говорит. и просто я вот так вижу, наблюдаю, в чем меня подозревают. В чем меня подозревают, это вот его картина. Все. А я настолько вот искренне умею любить и ценить, вот настолько искренне, как ребенок. И они настолько не понимают, что это так можно любить человека, что так искренне, что они думают, какая хитрая сука. Есть такое, понимаешь? Есть такое. Мы с тобой в этом, очень похожи. Как правило, если ты хочешь отдать свои чувства, свою заботу, тепло, любовь, да, это говорит о том, что что бы там в жизни ни происходило, нас и обманывали. Вик, давай. Мы проживали разные ситуации, разные случаи, и предательство, и дружеские отношения, и мужско-женские отношения. Но не скатились вот в эту ненависть ко всему миру. У нас остается еще внутри любовь к этому миру, к людям, тепло, забота, принятие и желание этим всем делиться. Но, к сожалению, люди есть, которые не готовы принимать. Не готовы, у них где-то заблокированы чувства, где-то заблокированы эмоции, где-то страх повторения прошлых сценариев, да, где-то всплывает, а вдруг она тоже врет, как и та, или как и тот, или что-то еще, да, то есть это все на своем опыте, поэтому, когда ты готов искренне делиться, бывает такое, что люди не готовы это брать. Понятно, да, их тоже надо оставить.
Конечно, Ну вот. потому что плод не созрел еще. Для Если отношений, человек созреет, либо он к тебе придет сам, либо ты что-то поймешь для себя и дальше пойдешь нести свет и любовь в этом мире. Да, Придет да, да. мужчина, придет человек, который будет просто говорить: Господи, как же я тебя ждал всю жизнь. Да? Вот. Люди просто не понимают. Бывает такое, что да, вставили в спину нож, и мне вставляли это морально, эмоционально, и тебе вставляли. Но это не значит, что следующий человек, который появится в твоей жизни, сделает то же самое. Потому что мы уже не те, которые были 5 лет назад, не те, которые были 10 лет назад. Не те, это и ситуация не та, и человек совершенно другой, где-то похожие настройки, похожие опыты. Очень часто к нам приходят в поле люди конкретно вот с очень похожим жизненным сценарием, похожим опытом. Но это все равно все разные люди. Да. И у тебя есть возможность либо открыться, ты, блядь, будь что будет, понимаешь? Да. И пойти в это, и уже, как бы, как говорится, разберемся. Да. Либо в итоге все равно закрыться и не впускать никого, никогда не впускать, ну, до определенного момента, дай бог, чтобы этот момент настал. Да, и вот очень часто бывает, ты открываешься с душой, но ты готов, на тебя сваливается проекция, их страхи, комплексы, вранье, вот эти игры, манипуляции, они на тебя сваливают, вот это все, думаешь, зачем мне это? И все, знаешь? Но тут еще такой момент, что про 15-й аркан почему-то я сегодня говорю, как какая-то у нас такая тема, да? Когда ты... 15 число сегодня. Блин, смотри, как у меня же поток идет, вот это считывается все, это 15 число сегодня. У меня в центре души сборка 15 аркан, у тебя в центре души сборка 15 аркан. Кто родился 15 числа, у кого на какой-то позиции он есть. Это люди-сканеры. Да. Это люди сканируют человека до того момента, пока он даже рот открыл. И тут проявление всех пороков, всех хороших, плохих. Бывает такое, человек вообще не видит, что в нем хорошего. И ты начинаешь человеку это подсвечивать. Да, какие-то сомнения. Да. Бывает, человек настолько хочет показаться каким-то волшебным, и ты точно видишь, что человек одевает маску, и он перед тобой не такой, какой он есть. Да. Это считывается, вот это вот вранье. Ну, допустим, да, когда там две подружки, ну, такие жизненные ситуации, две подружки о чем-то беседуют, и как будто бы тебе кажется, вернее, им кажется, что ты не понимаешь, о чем идет речь, но ты четко знаешь, прям детально, о чем они говорят. Это вот... в юности такое бывает, да, вот да. Это. И когда, допустим, мужчина перед тобой, он тебе может рассказывать все, что угодно, пытаться выставить какую-то самую лучшую часть свою, да, чтобы что-то поиметь. А ты вот смотришь на него и думаешь, блядь, ну ты ж пиздишь. Ну это прям считывается. Да. И вот 15-й аркан, он всегда видит за той картиной, которую ему предлагает, да, мир, предлагает человек. Это некое такое сканирование. Таких людей очень сложно обмануть. Они очень хорошие психологи от природы. Да. Иногда не нужно получать диплом психолога, им можно просто родиться. Потому что огромное количество психологов, которые с дипломами, но с дыркой в башке, которые сами не проработаны, понимаешь? Поэтому ты и видишь, когда ты видишь, что что-то, какой-то пиздеж происходит, и ты даешь этому просто развернуться в красивую картину и подтвердиться. Все очень просто. Да. Слушай, мне так понравилось это местечко. Да, мне тоже нравится, и от дома недалеко. А вот ты хотела сесть в то кафе, там же, блин, футбол и 20 мужиков. Да? Мне что 20, что 100 мужиков, мне все равно. Не, ну это понятно, но представляешь, сейчас бы все вот это внимание на нас, вот это вот и зачем? Ну да, мы тут свое поле красивое создаем, у нас энергетическое поле. Супер! Супер!
А, ты будешь молиться, да? А, все, да. Молодец, это он будет молиться сейчас, поэтому моется. Класс.